С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину прошло уже 150 дней. Завтра начнется 6-й месяц крупнейшей войны на европейском континенте после 1945 года. Войны, которая принесла в Украину чудовищное разрушение, горе и смерть. Этой войне нет и не может быть никакого оправдания. В обозримом будущем нашей стране предстоит признать все эти преступления. Признать на официальном уровне и отдать дань памяти погибшим и пострадавшим по ту сторону государственной границы. Однако, есть еще одна истина, которую можно принять прямо сейчас. А лучше было бы осознать ее еще 5 месяцев назад. Нынешняя война самоубийственна для России. Да, нападение на соседнюю страну – это одно сплошное человекоубийство по отношению к Украине и украинцам. Но для самой России, для нас с вами, это не что иное, как государственный суицид. Вероятно, вы смотрели новую серию «Масяни». Если еще не видели, то обязательно посмотрите. Эта серия заканчивается прямым обращением к зрителю. Людей от животных отличает чувство эмпатии, сострадания и сочувствия. Можно возразить, мол, человек это и есть животное. Высокоразвитое, прямоходящее и говорящее, но все-таки животное. А всякие там сострадания и сочувствия не должны мешать естественной борьбе за выживание, особенно если речь идет о государствах. Что касается таких понятий, как честь, достоинство, любовь, это все-таки то, что должно лежать в основе отношений между людьми. В отношениях между государствами имеют место быть интересы. С этим взглядом Путина можно было бы даже и согласиться, если бы он действительно был таким прагматиком, таким холодным циником, действующим в интересах России по канонам Макиавелли. Это был бы хоть какой-то подход. Но путинизм – это не когда цель оправдывает средства. Это когда используемые средства только мешают достижению цели, причем неверно выбранной цели. Об этом мы уже говорили не раз. Так вот, в любой стране есть люди, отрицающие мораль. А конкретно в путинской России именно для них созданы наиболее комфортные условия. Именно их голоса заглушают коллективный голос совести и вытесняют все человеческое во внутрироссийском медийном пространстве. Высказать вслух ужас и возмущение при виде окровавленной детской коляски в Виннице – это по нынешним ненормальным нормам все равно, что родину предать. А политически одобряемое поведение – это в отношении погибших в Украине мирных людей использовать термин «сопутствующий ущерб». Но даже циничный армейский канцелярит – это только для случаев, когда нужно соблюсти приличия. А для провластных телеграм-каналов и для пабликов в соцсетях сойдет словечко «мирняк». Дескать, погибают не живые люди, каждый со своим именем, фамилией и судьбой, а некая абстрактная масса. Типа, ну что поделаешь, мирняк страдает на любой войне. Развивая эту мысль, будь ты хоть 15-рублевый бот, хоть целый министр иностранных дел, следует еще постоянно напоминать, сколько сопутствующего ущерба, или погибшего мирняка, повлекли американские авантюры в недавнем прошлом. Вот почему им можно, а нам нельзя? Оправдывать собственные преступления чужими злодеяниями – это стало буквально правилом хорошего тона. Не мы придумали выражение collateral damage. Его придумали наши западные коллеги во время своих авантюр и в Ираке, до этого в других странах, и в той же самой Латинской Америке, в Ливии. Вот вы хоть раз с таким же надрывом эмоциональным освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и в Ливии, когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находилось? Украинским детям, потерявшим родителей, и родителям, потерявшим родных детей, пропаганда регулярно предлагает какое-то странное утешение. Мол, успокойтесь, не вы первые. В Ираке и Ливии американцы делали то же самое. Говорите с гражданами Ирака, например, с гражданами Ливии, у которых разрушили страну до основания. Мы на нашем канале стараемся уважительно говорить со всеми, и со сторонниками, и с оппонентами. Пытаться же кого-то воспитать или перевоспитать – это так себе затея, да и не выйдет из этого ничего. Однако для человека, который верит в законы джунглей, есть аргументы. Перефразируя Масяню,
Животное от тупого лежащего в лесу камня отличает инстинкт самосохранения и забота о собственном потомстве. Россия, наша с вами страна, прямо сейчас последовательно гробит себя и свое будущее. Гибнет российская армия, схлопывается отечественная экономика. Перспективные профессионалы массово уезжают из страны. Приветствовать разрушение украинских городов и сел – это отказ от совести. Но приветствовать саморазрушение России, страны, в которой живешь ты и в которой предстоит жить твоим потомкам, вот это даже не бессовестность, это уже безумие. Виктор Цой пророчески пел: «Кто-то плачет, кто-то молчит, а кто-то рад, мама, мы все тяжело больны». В самом начале войны я уже приводил в пример острую лучевую болезнь. Пришло время более подробно вернуться к этой аналогии. При облучении человека дозой свыше 6 Грей летальность приближается к 100%, и тут нечего даже особо обсуждать. Но мы рассмотрим другой случай. Доза от 1 до 6 Грей. Летальность 50%. При такой дозе радиации острая лучевая болезнь делится на 4 периода. Первый период – первичная реакция, интоксикация, собственно. Третий период – самый разгар болезни. Организм в полной мере страдает от разрушения тканей и органов. И четвертый период – или восстановление, или смерть. Как мы помним, шансы 50 на 50. Я не случайно пропустил второй период, потому что на нем я хочу остановиться отдельно. Это наиважнейший период. В нем, можно сказать, сейчас находится вся Россия, вся наша страна. Этот период называется фаза мнимого благополучия, когда после болезненной первичной реакции наступает резкое улучшение самочувствия. Кажется, будто организм справился с болезнью, но в действительности он поборол лишь первые кратковременные симптомы интоксикации. А вот долгосрочные патологические процессы уже запущены и идут. Костный мозг уничтожен. Да, человек на старых запасах эритроцитов пока живет себе и пока даже неплохо себя чувствует. Однако новые кровяные клетки уже не производятся. Поражены также клетки пищеварительной системы. Они еще работают на усвоение питательных веществ, но уже скоро они начнут отмирать, обрекая организм на физическое истощение. Россия стремительно теряет клетки пищеварительной системы. Сначала одна компания ушла из нашей страны, потом вторая, 10-я, 100-я, а затем уже и 1000-я. Эти фирмы платили налоги в российский бюджет и зарплаты российским сотрудникам. Сотрудники, в свою очередь, оплачивали на внутрироссийском рынке товары и услуги. Тем самым они давали возможность уже российским компаниям выплачивать налоги и зарплаты. Можно посмеяться над уходом из России отдельно взятого Макдональдса или там Кока-Колы. Хотя и эти события сами по себе наносят хоть и не критический, но ощутимый ущерб российской экономике. Так можно сказать про уход из нашей страны большинства зарубежных фирм. Ощутимо, но не критично. Или, цитируя сериал «Чернобыль», «not great, not terrible». Собственно, российская пропаганда и даже сам начальник нашего Чернобыля, Путин, высказываются именно в таком духе. Действительно, можно пережить патологическую мутацию Макдональдса. Можно даже Кока-Колу заменить Иван-чаем. Но уход из страны сразу сотен и тысяч компаний, в том числе и тех, для которых не существует никакой замены внутри России, это уже не локальное отмирание клеток. Это разрушение целых тканей российской экономики. Эффект от него неизбежно перебросит нас из фазы мнимого благополучия в период самого разгара болезни. Еще страшнее отказа органов пищеварения – потеря кровяных клеток. В рамках нашей аналогии это люди. Россия теряет людей. Еще до войны мы лишились миллиона наших соотечественников от пандемии коронавируса. Это чудовищные людские потери, и вызваны они были безграмотным антикризисным управлением. Но сейчас мы втянуты в большую континентальную войну. Военные действия, в отличие от коронавируса, бьют не по площадям. Они прицельно выбивают самые ценные людские ресурсы. На фронте ни за что гибнут или навсегда теряют трудоспособность молодые, физически здоровые люди в трудоспособном и репродуктивном возрасте. В это время в тылу принимают решения об эмиграции самые деятельные, самые амбициозные и перспективные кадры. Именно они уезжают в первую очередь, потому что будут востребованы за рубежом, наиболее востребованы. Россия теряет очень важных людей.
Фаза мнимого благополучия закончится. Наступит период разгара болезни, и предотвратить его совершенно невозможно. Но потом будет финальный, 4-й период. И тут уже возможны варианты: или восстановления, или выздоровления, или умирания нашей страны. Невозможно предсказать, каким будет конец болезни. Но вот что можно и нужно, так это работать над увеличением шанса на благополучный исход и над уменьшением вероятности неблагополучного. Россия в той или иной форме потерпит военное поражение, погрузится в тяжелый экономический, социальный, общественно-политический и моральный кризис. Это будет разгар болезни, неизбежный 3-й период. Его нельзя предотвратить, остается только подготовиться к нему. Это естественный и закономерный процесс. В скором будущем наверняка найдется немало ярких ораторов. Они будут рассказывать сказки о том, что мы побеждали на всех фронтах, что мы бы обязательно всех победили, если бы не нож в спину со стороны неких внутренних врагов. Если наше общество поверит популистам и реваншистам, то нашей стране точно наступит конец. Сегодня от нашего общества требуется признать неизбежность следующей стадии болезни. И прямо сейчас нужно требовать немедленных мер. Немедленных мер, направленных на то, чтобы за неизбежным обострением последовало восстановление. В первую очередь нужно вывести нашу страну из-под действия смертоносных радиационных лучей, то есть вывести российские войска из Украины. Боевые действия на территории Украины должны быть прекращены как можно скорее. Лучше сегодня, чем завтра. И лучше завтра, чем послезавтра. От этого зависит не только то, сколько людей бессмысленно погибнет, но и то, насколько большую дозу схватит наша страна, как много клеток своего организма она потеряет. И прямо сейчас незамедлительно необходимо приводить в человеческий и человечный вид нормы на территории нашей собственной страны. Утверждать нормальность, продвигать стремление к хорошей жизни для себя и своих детей, а не очередную попытку взять реванш. От этого зависит уже то, каким будет 4-й период болезни – смерть или все-таки восстановление. Мы пока находимся во 2-м периоде, пока что стоим на ногах, и кажется, будто все хорошо. Но лечиться надо уже сейчас. Свое личное видение рецепта я изложил еще 3 месяца назад. По ссылке можете пересмотреть, или посмотреть, если еще не видели. В том видео говорится о принципах информационной войны, о том, как она влияет на ту войну, что идет непосредственно на поле боя. Чтобы остановить боевые действия, необходимо создавать соответствующий общественный запрос. У каждого зрителя моего канала есть своя собственная аудитория, друзья в социальных сетях, коллеги, родные и близкие. Необходимо разговаривать с ними. В самую первую очередь мотивировать, поддерживать и подбадривать своих сторонников. Затем перетягивать на свою сторону неопределившихся и сомневающихся. Если достаточно внутреннего ресурса, то в 3-ю очередь можно попробовать демотивировать сторонников войны. Их сложно перековать в противников войны, но перевести их в разряд сомневающихся уже выполнимая задача. Но не приоритетная, гораздо важнее поддерживать сторонников и убеждать нейтралов. На каждом из нас лежит ответственность. Каждый определяет ее сам. Кто-то пишет откровенный антивоенный пост, кто-то выражает свое неприятие войны более иносказательно. Так или иначе, каждый человек, с которым вы сумели поговорить, лично или через публикацию в соцсетях, это ваш персональный вклад в наше общее будущее. Каждый человек, которого вы подбодрили, убедили или даже переубедили, это ваша персональная победа. Может показаться, что это всего лишь песчинка. Но нас ведь с вами много. И у каждой песчинки есть свой вес. Я понимаю, что сегодняшнее видео наверняка не соответствует запросу и настроению моей аудитории. Первоначальный шок прошел, а сейчас лето, отдых, отпуска. Люди на улицах снова начали улыбаться. Простите, но сейчас людям необходимо испортить настроение. Потому что уже 5 месяцев идет война. Мы по-прежнему сидим в комнате, которая горит. Надо ее тушить. Как, опять же, пел Виктор Цой, через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Такая ситуация у нас с вами сегодня. До завтра.